Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Не так давно я вам рассказывал о малогабаритном китайском КВ-трансивере Xiegu G1M. Вот он. Он очень маленький и имеет выходную мощность передатчика 5 Вт. Тем самым он чем-то напоминает давно всем известный и популярный Yaesu FT817, который тоже очень маленький и тоже имеет выходную мощность 5 Вт. Этот трансивер G1M вызвал интерес у многих радиолюбителей, у моих подписчиков, и люди просят сравнить, как будут работать два эти трансивера в одинаковых условиях на одну антенну, как они будут принимать разные сигналы. И мне самому интересно проверить, как он будет работать, сравнить с FT817. Сегодня я именно это и сделаю. Сейчас у меня здесь два эти трансивера на столе. Я к ним буду по очереди подключать одну антенну с помощью вот такого простого коммутатора с тумблером. Эта антенна будет переключаться или на один трансивер, или на другой. И мы с вами послушаем одни и те же сигналы на два разных трансивера. Оба эти трансивера будут запитаны от одного источника питания, от литий-феррум-фосфатной батареи емкостью 10 ампер-часов. Я вам о ней уже рассказывал достаточно давно. У меня две таких батареи, одна емкостью 10 ампер-часов, другая заявленной емкостью 26, то есть она значительно больше. Я думаю, что сегодня 10-амперной хватит для того, чтобы питать эти два трансивера. Все-таки они маленькие и достаточно экономичные. Для того, чтобы звук с этих трансиверов был одинаковый, у меня к ним подключено два одинаковых вот таких вот громкоговорителя. Но звук с этих громкоговорителей буду слышать только я, а вы услышите звук, записанный с выходов трансиверов по проводу, то есть не через микрофон и не через динамик. У FT817 есть линейный выход, и к этому линейному выходу просто подключен рекордер, который записывает с него сигнал. У G1M линейного выхода штатного нет, но есть выход для подключения громкоговорителя, к которому я подключил разветвитель, и в два выхода этого разветвителя у меня подключено, соответственно, две нагрузки: громкоговоритель и еще один рекордер. То есть G1M вы будете слышать звук с выхода усилителя низкой частоты на громкоговоритель. Итак, два трансивера, один лежит слева, другой справа. И, соответственно, у антенного коммутатора тоже два положения, левое и правое. В левом положении антенна подключена к левому трансиверу, в правом положении к правому. А антенна — это траповый диполь на диапазоны 40 и 80 метров с LC-трапами. Вот так слышно сигнал маломощных радиолюбительских маяков в диапазоне 80 метров на два эти трансивера. Сейчас сигнал этот достаточно слабый, и в обоих трансиверах включен режим предусилителя, то есть максимальная чувствительность. Пока на данный момент я не могу сказать, что китайский трансивер принимает эти слабые сигналы хуже, чем FT817. Мне здесь на динамике слышно ничуть не хуже. Прогуливаясь по диапазону, чуть выше любительского, на 4 с небольшим МГц, обнаружил сейчас сигнал от какой-то вещательной станции с несущей с амплитудной модуляцией. Явно этот сигнал там сейчас не должен быть, и, скорее всего, это побочный какой-то паразитный канал приема на гармониках гетеродина. Сравним на FT817. На него ничего не слышно на этих частотах. То есть это какой-то паразитный канал приема. Но он не в любительском диапазоне, поэтому больших претензий, в общем-то, к этому трансиверу нет. Он заявлен как чисто любительский. Мало того, работающий только в 4 основных любительских диапазонах: 80, 40, 20 и 15 метров. Вот чуть выше, на несколько десятков килогерц, ситуация повторяется. Опять какая-то несущая, видимо, от вещалки в амплитудной модуляции. На FT817 ничего на этих частотах нет. А вот уже чуть выше реальный сигнал, который действительно есть на этих частотах. Где-то работает включенный передатчик на каком-то радиоцентре, к которому не подведена никакая в данный момент речевая модуляция. Частота 4434. Смотрим, как будет на FT817. В общем, то же самое. Вот это уже
реально присутствующий сигнал в этом участке диапазона. В общем, много у него пораженок или побочных каналов приема вне любительских диапазонов. Вот, например, здесь 4492 слышно какую-то несущую, которая перемещается по спектрограмме вообще в обратную сторону. Я кручу ручку в сторону повышения частоты, и несущая это тоже сползает вверх, хотя должна вниз. По спектрограмме явно это какая-то пораженная частота самого трансивера. Естественно, на трансивер FT817 ничего не слышно на этих частотах. Продолжаю дальнейшую прогулку по диапазону. Хочу дойти до частоты 4625, до всем известной жужжалки. И вот чуть-чуть не дойдя до этой частоты, на 4527 опять слышу вещалку в амплитудной модуляции. Опять, конечно же, ее там нет на самом деле. Слушаем на 817, там тишина. Так как же будет слышно всем известную жужжалку на 4625? Давайте уже до нее дойдем. Таких вещалок встретилось очень много в диапазоне. А вот уже и жужжалка. На 4692 слышно очень громко радиолюбителей, работающих в цифровом режиме FT8. Вероятнее всего, это опять пораженный канал приема, побочный канал приема этого трансивера G1M. Скорее всего, это радиолюбитель, работающий на 40-ке на 7 МГц, так как антенна у меня именно на два диапазона, на 3,5 и на 7. И с 7 МГц, наверное, сигнал сейчас очень сильный приходит этих радиолюбителей. Естественно, на этой частоте, на FT817, ничего мы не наблюдаем. В общем, вне любительских диапазонов у этого трансивера G1M очень много проблем, много пораженных частот и много побочных каналов приема. Вот у меня 140 литров в аквариуме. Вот я третий все сливаю. Понял. Ну, это же я уже забыл. На 40-метровом любительском диапазоне достаточно мощные сигналы. Слышно, конечно, очень хорошо на оба трансивера. Отличаются только они по спектру низкочастотного сигнала. Руки заняты. Я привык, что вот раньше гарнитуру одел, свободно разговаривать на время. Вот это миленько. Ну, что у вас будет, может, было. Мы так на платке собрано, я в руках держал эту гарнитурку. Вот это работает. А вот уже слабый очень сигнал на 20-метровом диапазоне на грани разборчивости. Интересно сравнить, как его будут принимать два этих трансивера. CQ 20 Delta Kilo Zero Golf Yankee Bravo Portable. Delta Kilo Zero Golf Yankee Bravo Portable from Echo Uniform 129 calling and by. CQ Delta Kilo Zero. Вот еще какой-то очень-очень слабый сигнал, почти ничего не разборчиво. Удобно на нем как раз сравнить, как эти трансиверы работают. Так, на первый взгляд, если не рассматривать проблемы между любительскими диапазонами с побочными, с паразитными каналами приема, то в любительских диапазонах по чувствительности он более-менее нормальный.
слышно на него слабые сигналы не хуже, чем на 817. Минимальная 16 градусов к часу. 9 времени, на 12 до 19:28 ветер 180. На 6617 циркуляр, метеоинформация. Конечно, сигнал громкий, слышно примерно одинаково на оба трансивера. На другой частоте аналогичного назначения 6693 сейчас очень слабо слышно. Сигнал давайте на его примере тоже сравним. Честно говоря, по низкочастотному спектру, по звуку на одинаковые громкоговорители мне даже китайский трансивер больше нравится. У него спектр более широкополосный, больше и низких, и высоких. У 817 более узкая полоса пропускания, видимо, и тракта ПЧ, и может быть тракта НЧ, по крайней мере частоты ниже 200-300 Гц все срезаны, и их на динамик не слышно. Динамики у меня одинаковые. Так что по НЧ сигналу мне даже больше нравится G1M. Хотя, конечно, вот эти его побочные каналы приема, они сразу все к нему отношение портят. По поводу дисплеев тоже хочется сказать, что размеры цифр, которые показывают частоту, примерно одинаковые на этих дисплеях. И вообще размеры дисплеев сходные у этих двух трансиверов. Но у 817 дисплей монохромный жидкокристаллический, у G1M это светодиодный дисплей, OLED-дисплей так называемый. Его хорошо видно и при ярком свете, и в темноте. И, честно говоря, под любым углом он смотрится. Вот я сейчас немножко сбоку смотрю на эти трансиверы. На 817 сбоку я вообще ничего не вижу. На G1M я прекрасно вижу частоту. Да и когда вот так вот напрямую, а не сбоку я смотрю на индикатор, то на G1M всю информацию видно лучше, так как дисплей этот более контрастный, тем более при таком ярком солнечном свете, как у меня сейчас. То есть вот такие вот есть мелкие нюансы, которые, в общем-то, даже в плюс этому трансиверу китайскому G1M, но все они для меня, конечно, перечеркиваются его недостатками приемника. Побочные каналы приема в таком большом количестве это вообще не очень хорошо, мягко говоря. На 40-метровом любительском диапазоне вот такая вот жужжалка. И рядом с ней работают радиолюбители. Интересно сравнить, как будет слышно в условиях таких помех, когда рядом по частоте такой сильно мешающий сигнал. Как будет слышно радиолюбительский речевой сигнал на два эти трансивера при наличии этой помехи. Кто ожидает? Роман Жук-Трещук. Радио Люба 6. Люба Йод, я правильно принял? Окей, спасибо, добрый вечер. 9 баллов гром. Вот просто слабенький сигнал на 40-метровом диапазоне. Послушаем и его, немцы, по-моему. Пока еще светлое время суток, внизу КВ на 80-метровом диапазоне дальнего прохождения нет, слышно только ближние местные станции 200-300 километров, поэтому диапазон практически пустой. И сейчас удобно проверить, нет ли на 80-метровом диапазоне таких же проблем с приемом, с внеполосными сигналами, с гармониками гетеродина и так далее. Слушаем 80-метровый диапазон, весь полностью пройдусь я. Вот уже какие-то радиолюбители работают. А так весь диапазон чистый, никаких несущих от вещалок не слышно, как это было на 4 МГц. И послушаем еще слабенький сигнальчик на 80-метровом диапазоне. Максимальная чувствительность предусилителей включена. В общем, слышно примерно одинаково. Тембр, спектр низкочастотный, конечно, отличается очень сильно, но по чувствительности разницы практически нет. Ну а вот на 160-метровом диапазоне, который и не заявлен у этого трансивера, конечно же, много слышно вещалок и прочих сигналов на гармониках гетеродина. В общем, побочных каналов приема множество.
То есть 160-метровый диапазон можно считать у этого трансивера нерабочий, если, конечно, к нему не сделать внешний узкополосный диапазонный фильтр, то есть преселектор. На 3 МГц ровно, где работают радиохулиганы в амплитудной модуляции, тоже, как ни странно, никаких побочных каналов пока не наблюдается, вещалок никаких не слышно, и пока светлое время суток прохождения там нет, и сигналов полезных тоже не слышно. На 5650 вне любительского диапазона тоже информация о погоде, слышно пока очень слабо. И тоже оба трансивера этих принимают примерно одинаково, разницы большой нет по приему при таком слабом сигнале. И, кстати говоря, повезло на эту частоту вне любительского диапазона, никакие побочные каналы приема не попадают, никаких вещалок здесь не слышно на китайском трансивере. Да, принято, Алексей, 5 ватт. Ну, превосходно. 9 баллов уверен, Алексей, так что проблем нет. Лес, наверное, помогает. Борис, если 1 минутка есть, можете меня послушать? Я с другого радио сейчас выйду, с другого трансивера прием. Да без проблем, Алексей, без проблем. Борис, приветствую еще раз вас с другого трансивера. Сейчас это Езу FT817, тоже 5 ватт. На ту же самую антенну, но совершенно другой трансивер. Как меня с него принимаете прием? Алексей, принято. Ну вот на втором трансивере у вас сигнал более высокочастотный, но почему-то может быть меньше усиления, конец передачи ушел в QSB. Вот такие дела, Алексей. На первом трансивере у вас более плотная модуляция, хотя частоты по микрофону чуть ниже на приеме. Да, Борис, спасибо. Но здесь микрофон у меня не штатный, используется не комплектный, а демш, поэтому модуляция более высокочастотная. Но вот по уровню сигнала примерно то же самое, да, получается? По уровню ВЧ, я имею в виду, по баллам прием. Ну, в принципе, да, потому что вот сейчас как бы вообще станция прошла даже и до 5 дБ плюсом. Такие вот дела. Единственное, конечно, вот модуляция немножко мелковата, высокочастотная, но ей объема не хватает. А так бы ее бы чуть-чуть дополнить. Ну вот сейчас частоты по микрофону опустились, может быть, как бы вам немножко поспортивнее сигнал сделать, а так хорошо станция проходит, 9 баллов уверенно. Просто на втором трансивере более высокочастотный сигнал, действительно немножко демшевый звук, и получается то, что меньше насыщенно, поречи сигнал, вот бы добавить бы насыщенности, а сюда вот добавить немножко более высоких частот, то есть как бы объем есть, а сигнал в основном среднечастотный. Да, Борис, спасибо большое, что уделили столько внимания и столько времени мне. И вообще, что услышали меня с такой маленькой мощностью. Вот. Да, Алексей, ну я вас тоже прекрасно принимаю. Ну, у меня 20 ватт, антенна несимметричный, диполь от 40 до 10, укороченный вариант 2,5 метров, FD3 так называемый, высота подвеса всего лишь 7 метров, одна растяжка на дереве. Как приняли? Прекрасно все принято про вашу антенну, что несимметричный диполь. Прекрасно вас принимаю. У меня антенна траповый диполь 40-80. Тоже около 7 метров над землей центральная точка, края пониже. Вот. Если есть минутка, послушайте, пожалуйста, я с другого трансивера сейчас выйду, тоже с 5-ваттного. А вот я переключился на FT817, микрофон демш, правда, у него, но тоже мощность 5 Вт, и та же самая антенна, Как меня слышно сейчас, прием? Ну, вроде по сигналу-то и по мощности-то вроде не изменилось, но по качеству упало. Разбираемость хуже стала как-то, хотя и высокочастотный сигнал, но на том трансивере лучше было на приеме. Да, понятно. Но здесь не штатные микрофоны используются, не штатные, а демш, микрофон демш, поэтому сигнал высокочастотный, наверное. Но разборчивость не хуже сейчас, прием. Нет, мне кажется, там лучше был сигнал, и легче воспринимался. Но тут еще треск на диапазоне у меня стоит, поэтому, тот трансивер мне больше понравился, сигнал на приеме.
Да, все принято, сейчас перейду обратно на тот трансивер. Вот снова я вернулся на G1M, как меня слышно, прием. Да, ну на этом прекрасно. То есть и там сигнал, в принципе-то такой был по метру, но как-то воспринимался хуже. Этот сигнал лучше у вас, хотя он вроде высокочастотный, должен сигнал быть более пробивным, но тут на фоне треска тот сигнал как-то хуже воспринимался. И здесь я разбираю лучше на приеме. Я все понял, спасибо. Вопросов тогда нет. Вот, спасибо, что услышали мои QRP 5 Вт отсюда из леса. Спасибо, Алексей, за QSO. Периодически смотрю ваши видео, очень нравится. Хорошо вы снимаете, хорошо все там, сюжет, как говорится, ставится. Все интересно. Спасибо, удачи, 73. Спасибо вам, пока, 7.3. Обычно с FT817 я использую микрофон DEMSH, так как с него сигнал более пробивной, как я считаю. Может быть, он менее комфортный к восприятию, но более разборчивый. И сегодня я по привычке взял этот же самый микрофон. Хотя для более честного сравнения работы на передачу нужно было взять штатный микрофон от FT817. Но я, честно говоря, даже не помню, где он у меня лежит, так как я им не пользуюсь практически никогда. Но можно было найти микрофон от какого-нибудь 891 или 991. Они такие же одинаковые микрофоны, можно было взять его. Почему-то я об этом не подумал и взял вот тот самый DEMSH, который я всегда использую со своим FT817. Подожди, не уходи, все у нас еще впереди. Прошло несколько часов, уже дело идет к вечеру, и на 3 мегагерцах открывается прохождение, появляются радиохулиганы. И вот на 3.123 появился какой-то товарищ, который гоняет музыку. Послушали сейчас, как ее слышно на 2 эти трансивера. В общем-то, на китайский тоже неплохо слышно этот диапазон в амплитудной модуляции. Ага, грузусь, колесо 100 зим, поприветствую. 5, 9 в районе 100%, 90 до 100. Показываю станцию, качество великолепно. Вот уже и радиохулиганов слышно, которые не только музыку гоняют, но и разговаривают. Еще такой интересный момент. Этот трансивер G1M сделан по SDR технологии, как я вам уже рассказывал в обзоре этого трансивера. И вот он сделан так, что частота гетеродина его практически равна рабочей частоте этого трансивера. И поэтому гетеродин его, можно сказать, что немного излучает на этой самой рабочей частоте. Вот можно сейчас на примере 7175 посмотреть. На 817 не с подключенной антенной, то есть без антенны, будет слышно гетеродин этого трансивера G1M на 7175. Вот мы стоим сейчас на 7175. Если я поставлю здесь частоту 174, то на 817 мы слышим тон. Так как 817 сейчас работает в режиме нижней боковой полосы, то, соответственно, мне приходится частоту здесь вниз смещать. Я эту частоту сейчас буду смещать еще ниже, на G1M, и мы слышим, как на 817 меняется тон колебаний. То есть частоту гетеродина слышно на другом трансивере. При том, что антенна у меня сейчас подключена к G1M, видимо, как-то он через антенну, через общие кабели питания немного излучает сигнал собственного гетеродина. Погода Сургута 14:30. 340 градусов 3, видимость хорошая, плюс 14. Давление 1003, единица 003. Сцепление 060 без изменения. Сыктывкар метео, конец передачи. Закончу на этом сравнении трансиверов сегодня. Какие выводы хочется сделать? Во-первых, конечно же, то, что этот G1M вполне жизнеспособный аппарат. Можно с его помощью проводить связи. И в 4 любительских диапазонах, в которых он заявлен, он работает нормально. Второй вывод, то что чувствительность его, если сравнивать с 817 на слабых сигналах, то в общем-то слышно одинаково в плане чувствительности. Но это сравнение смысла большого не имеет. Чувствительность нормальную у КВ трансиверов научились делать уже давно, и последние лет 50 чувствительность, конечно же, нормальная. Если сейчас взять какой-нибудь ламповый старый трансивер или приемник, я не знаю, там R250, то на него было бы точно так же слышно все эти сигналы на 3,5, на 4,5, на 7 МГц. В общем-то, в чувствительности давно
проблемы никакой нет. А что касается внеполосных каналов приема в любительских диапазонах, я их пока не обнаружил, но вне любительских диапазонов это ужасно. Просто постоянно слышно несущие от различных вещательных станций на 4,5 МГц, на 5,5, а уж внизу на 160 метров и на средневолновом вещательном диапазоне вообще просто кишат эти станции. Вернее, на самом деле это, конечно же, не станции, их там нет, этих сигналов на этих частотах, но трансивер их почему-то там принимает, вероятнее всего это гармоники гетеродина. На всякий случай хочу пояснить то, что 5 Вт это очень маленькая мощность, не в смысле у этого трансивера маленькая, а в смысле, что 5 Вт и у 817 у любого другого трансивера 5 Вт это очень-очень мало. И если вы хотите работать в эфире, то надо понимать, что с 5 Вт вас услышат очень-очень немногие, далеко не все, так как в большинстве случаев в населенных пунктах уровень шума очень большой, и вас услышат, скорее всего, только те, кто находится также в полях с очень низким уровнем шума, ну или где-то на дачах. Что касается пользовательского интерфейса, то на самом деле он достаточно удобный у этого трансивера, и я бы не сказал, что какие-то есть ошибки в нем, потому что, например, во многих китайских дешевых УКВ, переносных радиостанциях, всяких баофенгах и тому подобному хламу, там, конечно, встречаются прямо откровенные ошибки или просто очень неудобные какие-то моменты в пользовательском интерфейсе. Здесь, в этом G1M, таких проблем я не заметил. Да, конечно, кнопок мало и экранчик очень маленький, это понятно, но, в принципе, все работает достаточно удобно. По размерам он даже немного меньше 817 и по весу значительно меньше, так как внутри него нет аккумуляторной батареи. 817, наверное, даже без батареи будет чуть-чуть более тяжелый, чем G1M, а с батареей тем более он тяжелый. Микрофонный разъем 3,5 мм у G1M, это, конечно, ужасно, 3,5 мм вообще разъемом назвать сложно, а для радиостанции, которая в полях работает, тем более это, конечно, не вариант, но пока это работает, пока не сломался в моем экземпляре. У 817 микрофон подключается RG45 разъемом, это, конечно, получше, но тоже, на самом деле, для полей не очень надежный, не очень хороший вариант. В случае возникновения каких-то проблем с динамическим диапазоном в G1M, кстати говоря, нет аттенюатора. Отключение предусилителя есть, а аттенюатора нет. И, кстати, отключение предусилителя не решает проблему с внеполосными каналами приема. И, конечно же, все эти станции, которые слышно на гармониках гетеродина, продолжают быть слышно точно так же без предусилителя. Если говорить про китайские КВ-трансиверы, то мне гораздо больше нравится G90. Не только потому, что он имеет выходную мощность 20 Вт, это, кстати, тоже важно, но и просто потому, что он гораздо удобней, меньше в нем этих проблем с внеполосными каналами приема, больше дисплей, на нем гораздо все информативнее, хотя он тоже сам по себе маленький, конечно же, но он больше, чем у G1M. В общем, тот трансивер как-то мне гораздо больше нравится. И кнопок на передней панели на G90 гораздо больше, поэтому управлять им, переходить из режима памяти в режим VFO, менять диапазоны, менять ячейки памяти гораздо удобнее. Там все очень оперативно, очень быстро все можно делать. Я люблю наблюдать разные частоты, которые у меня могут быть записаны в память. И вот на G90 достаточно удобно. Я одной кнопкой переключаюсь сразу в режим memory из режима VFO и быстренько пробегаюсь по всем нужным мне ячейкам памяти. Здесь тоже так можно сделать, но это все из-за меньшего количества кнопок делается не так удобно. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Как обычно, я вам говорю, работайте в эфире с разных трансиверов, проводите радиосвязи, проводите различные эксперименты, занимайтесь радиолюбительством, но не только. Применяйте радиосвязь и для каких-то более практических целей, для передачи информации. Смотрите, конечно же, мои другие видео, подписывайтесь на канал. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока. Чего ты нос прячешь? Хорошая собака.